Здорово, сталкеры! С вами Хлебный. Наконец-то пришло время для очередного говномода. Все как мы любим. Сегодняшнего претендента я нашел глубоко в аналах сталкерского модостроя. И даже не смотрите на довольно неплохую оценку данного творения, потому что, как минимум, во время прохождения у меня то и дело возникало чувство дежавю. Вы меня спросите, но погоди, Хлеб! Неужели мод настолько плохо, все отзывы куплены? Ну, и да, и нет. И это не про подкупленные отзывы. В общем, давайте разбираться. Но перед тем, как мы начнем, ребята, давайте и впредь держать связь, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал. А также рекомендую подписаться на мой стрим-канал на площадке Трова. Как говорится, не ждем, а готовимся. Я вас предупреждал. Ну что же, поехали! И снова в сталкере вечном растворяюсь. Тупые моды заебали, но алгоритм ютуба не обмануть. И снова рекорд, кнопку агонии нажимаю, X-Ray Engine загружаю, снимаю видос, но мертв уже внутри. Скорее его смотри. Итак, действия разворачиваются на локации болота. Мы играем за ведьмака от мира сталкера по прозвищу Берг, который за определенную плату охотится на чудовищ. Вместе со своим приятелем-медведем не лезь, дебил, сука! Главный герой берет заказ на убийство некой сущности, которая терроризирует здешний люд. Пока вроде бы ничего такого необычного. Но я тут же вспомнил еще один мод с похожим замесом. Назывался он «На болотах». И там, не поверите, напарника тоже звали Медведем. Да и завязка в целом была подобной. А разница между выходом модификаций где-то 2 года. Ну ладно, едем дальше. Главное меню оформлено шикарно. Не в широкоформате, с одним FPS, записанным при помощи Shadowplay. Ну, не все мы великие дизайнеры, что поделать. А начинать новую игру, вот что. Играть я буду на уровне сложности назад, как вы, мои дорогие друзья, и хотели. Что же, Берг успешно добирается до болот и уже подходит к территории заброшенной церкви, которую сталкеры обустроили под бар. Немного богохульненько, да и на входе я застаю вот такую интересную картину. Двое сталкеров в лице Ваньки-работяги и Гришко-ведьмака, по всей видимости, по пьяни, не поделив консервную банку, выясняют отношения посреди бара, чтобы выяснить, кто босс в здешней качалке. Благо, разнимать этих двоих в наши планы не входит, поэтому идем к бармену. Холод, а именно так его и зовут, сидит угрюмый да лениво водит по столу пальцем. Спрашиваем у него, мол, поговаривать, что у вас тут беда с неким монстром. Бармен молча кивает и добавляет, что вот завелся кровосыся. Да не простой, а гигачадный. Вот и местное население не может с ним ничего поделать. Но главный герой не так-то и прост. Спрашивает сразу за гонорар. За все про все бармен обещает 20 штук вечно деревянных. Берг соглашается, спрашивает, где происходит нападение, а затем связывается с Медведем. Дружище радостно откликается на новую работенку и обещает прибыть к вечеру, а пока дает нам координаты своего тайника, где можно взять боеприпасы и немного лекарств, в том числе, как он выразился, душевных. Идем на отметку и лутаем тайничок нашего другана. Кстати, насчет душевного лекарства он не соврал. Дело сделано, остается дождаться напарника. Но, увы, вечером мы его не застаем. Поэтому разочарованно ложимся спать. На утро заблудшая душа все-таки соизволила появиться. Однако вместо того, чтобы сразу его поприветствовать, нам необходимо позавтракать. И завтракать мы будем супом из лягушачьих лапок. О как! Еще как будто мы лопатой шкребем по колодцу, нежели чем по консервной банке ложкой. Покушав вкусненький супец, говорим с приятелем. Тот настроен очень даже воинственно, поэтому, не теряя ни минуты, отправляемся душить сволоту. И добирается наш приятель тоже очень воинственно. На картах. Он, видимо, поэтому пришел лишь на следующий день. Видать, так и добирался. Не удивлюсь, если он и до центра зоны таким макаром бы дошел. Надеюсь, он осознает, что существуют такие вещи, как сколиоз, кифоз и тому подобное. Ну ладно, вот мы и на месте. И тотчас на нас нападает это чучело. Тварь действительно большая и страшная, но наш сэр-ведьмак видел в зеркале существ и пострашнее, поэтому без особого труда утихомиривает кровососущего. В качестве доказательства нужно отрезать голову монстру, что мы и делаем. Однако голова остается на месте, хоть
в нашем рюкзаке она тоже присутствует. Видать, запасная. Спрашиваем у другана, все ли тип-топ, он отвечает, что все пучком, правда, сволочь это все же немного его зацепило. Вместе за ручку возвращаемся назад. Отдаем голову здешнему лидеру, отцу Михаилу. Мужичок довольно любезный, даже немножко набожный, благодарит нас от всей души и вручает гонорар. А мы же с медведем идем отмечать очередную успешную охоту. В ходе пьяного разговора для нас, как для игрока, отмечается также, что в прошлом наш друган был бандитом. И узнав, что можно зарабатывать очень даже неплохо на охоте, решил примкнуть к нам. А мы же с детства занимались охотой, так как отец Берга постоянно таскал своего сына с собой. Вот, собственно, почему наш главный герой такой крутой. Напоследок бросаем эпичную батину цитату, что, мол, сила оружия, любого оружия, идет от сердца, но управляет им разум, самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. Ауф. Дружище предлагает бахнуть еще по одной, но мы устали, надо спадки. Утром все как обычно. Просыпаемся, моем попу, кушаем вкусный суп из лягушек, но не видим нашего собутыльника. Спрашиваем у Холода, а где медведь? На что нам отвечают, что ему на ночь стало плохо, и он обратился к местному медику, который в прошлом работал на правительство. О как! Медик, конечно, одет очень даже хайпово, да и с игровым компьютером на столе. Но мы сюда не восхищаться пришли. Спрашиваем за другана, а профессор, так зовут медика, говорит нам, что наш товарищ подцепил от этого кровососа спидорок жопы, короче. Вылечить его никак нельзя, ибо это мутировавший вид вируса, лишь можно облегчить симптомы, приготовив целебный напиток из особых аномальных грибов. Без лишних слов берем наводку на то, где могут находиться эти грибы, и... да, опять топать по всей локации туда и сюда. Эх. Но внезапно, на пути к своей цели я встречаю довольно грозного противника. Лягушка. В количестве 2 штуки. Бой был очень трудный, еле как справился, но вытерев пот со лба, я продолжил свой путь. Приходим на поляну и начинаем рыскать в поисках грибов. Внезапно из-за камня выходит некий неизвестный в кожаночке, который явно пришел сюда не за фистингом за 300 бакс. Спрашиваем, что ему надо, и внезапно этот чел знает нас. Он предлагает нам работу в обмен на то, чтобы вылечить нашего друга от недуга. Для этого нам нужно выследить и убить одну тварь. ГГ соглашается, на что неизвестный жмет нам руку и говорит: как медведь поправится, приходи на водонасосную станцию. А затем... исчезает. Нихуя себе, блядь. Берг это никак не прокомментировал, поэтому молча возвращаемся в лагерь. А по пути вновь натыкаемся на лягушек. Поверьте, мы еще не раз с ними встретимся. Приходим к профессору и говорим, мол, не нашли грибов-то. Но нас тут же успокаивают, мол, голубчик, не надо уже этих грибов. Здоров, ваш товарищ. Не веря своим ушам, приходим к другану, а тот и правда жив-здоров. Правда, странный он какой-то. От рюмашки-то отказался. Чего? Убедившись, что хоть и странным образом, но свой уговор человек выполнил, поэтому идем на своих двоих до злосчастной станции, с попутным отстрелом лягушек, само собой. Как и в прошлый раз, неизвестный появился из ниоткуда и полюбопытствовал, как там здоровье нашего друга. Отвечая, мол, нормально все. Что за работа нас ждет? В общем, это контролер, и причем очень, сука, умный. Нихуя себе. Так, погодите. Где-то это уже точно было. Ну конечно же, в том же самом моде на болотах. Там тоже помимо напарника по кличке Медведь был умный контролер. Не-не-не, постойте. Я еще один мод вспомнил, где были и болота, и умный контролер. Это ж, сука, день одиночки. Только он вышел тоже спустя 2 года после выхода на распутье. Твою мать, это уже не учебная тревога. Они моды друг у друга воруют. Но о чем это я? Ах да, начать наши поиски стоит с развалин деревни на севере болот, и там же обыскать все и нарушить целостность пентаграммы. Контролеры-сатанисты? Это что-то новенькое. Засим товарищ вновь исчезает, а ГГ все так же никак не комментирует это. Ну да, у всех ведь есть свои тараканы, понимаю. И весь путь до этой деревни мы проделаем пешкадралом с полнейшим отсутствием контента. Как интересно. Но плюс-минус интересно становится, когда мы подходим к деревне, где мы встречаем сопротивление в лице зомбированных. Без труда справившись с угрозой, обыскиваем содержимое их рюкзаков и находим всякие диковинные вкусности, типа шавермы, водочки и внезапно мороженого.
Не, я понимаю, что зона полна тайн. Я могу предположить, что ту же шаверму делает Ашот или Вано из псевдособак. Но откуда тут мороженое, и тем более не растаявшее? Его делают из аномального молока псевдоплоти вперемешку с артефактом Снежинка? Сомневаюсь. Но так или иначе, пентаграмму я нахожу. Однако, как бы то ни было, нарушить я ее не могу. А оказывается, что нужно обыскать эту деревню и на кровати найти записку, написанную никем иным, как самим контролером. Из нее мы узнаем, что данная особь сбежала из некого, условно скажем, ада, но теперь вынужден скрываться от некого Велиара. Интересно, кто бы это мог быть? А также, что он просто человек, совершивший непоправимую ошибку. Ух ты, но неважно. Ломаем пентаграмму, и словно стриптизерша из торта выныривает неизвестный. Делимся с ним впечатлениями об интеллекте этого контролера, а также жалуемся ему на то, что он нам обо многом умалчивает. Тот же в свою очередь говорит, что, мол, чуть попозже узнаешь, сначала убей тварь. На этом и расходимся. И вновь нам придется топать на другой конец локации, чтобы поговорить с барменом. Вновь топать по всей локации. Без контента и каких бы то ни было точек интереса. И все это для того, чтобы растянуть геймплей в короткометражном моде. Или вы мне скажете, что здесь контент — это попутный отстрел лягушек возле насосной станции? Не, ну а чё? У бармена целый квест есть на убийство онных с целью добычи лягушачьих лапок. Да. Добираемся до бара и спрашиваем у Холода, не рассказывал ли кто из местных о случайных столкновениях зомби. Бармен говорит нет, а затем спрашивает, зачем оно нам. На что Берг отвечает, что охотимся на контролёшу, а они обычно возле своего логова ставят охрану в виде зомби. Так, стоп. Если это так, то вспомни, друг, что рядом с той пентаграммой как раз и были зомбики. Не проще ли было обыскать всю эту местность, а? Особенно за забором, где в оригинале Чиен в пещере можно было найти детектор. Но вместо моего логичного варианта ГГ выбирает выпросить у профессора сканер, который нам просто так не дадут. Нужно замочить кабанчика и взять его кровь на анализ. Кстати, до меня поздно дошло, но есть реально резонный вопрос. Раз мы играем за охотника, то почему в качестве вооружения у нас не дробовик? Ну или на худой конец тозик. Это ж куда логичнее, чем наше текущее вооружение. Разве нет? Но тем не менее, приходим на точку, убиваем Да не, это мамонт какой-то. Берем кровь на анализ и несем все это профессору. Тот доволен выполненной работой и вручает нам сканер. А мы с ним топаем через всю локацию с попутным отстрелом лягушек, само собой. Подходим к водонапорке, но нас встречает зомбу. Быстренько их раскидываем, залезаем на самый верх и ставим сканер. Снизу нас окрикивает наш наниматель. Спускаемся вниз и говорим с ним. Нас просят о помощи, а именно обыскать островок позади него. Сам он не может. Ну а мы, преодолев радиоактивное мелководье, добираемся до островка и лутаем там записку, адресованную нам. В нем контролер говорит нам, мол, зря мы с этим демоном возимся. Подумай, прежде чем выполнять свою часть уговора. Набрав полные штаны рад воды, доплываем до заказчика и вручаем ему записку. Прочитав ее, заказчик сходится на мнении, что контролер таки успел прочитать наши мысли, поэтому он знает, что мы с неизвестным в сговоре. Но, что как бы тоже подтверждает, что он явно был в этой деревне, а мы тут сканеры ставим. А наш вопрос, кто такой наш новый подопечный и что вообще происходит, неизвестно, лишь улыбнулся и сказал: ну, топай на базу чистого неба, лол. Ну что, ребята, очередной марафон до лагеря с отстрелом лягушек? Бля, мои ребра! Обращаемся к некому Ивану Тропникову и просим его нас отвезти в лагерь чистонебовцев. Но за просто так везти он нас не хочет. Нужно выполнить очередное поручение. Ёп, так я, может, вам деньгами заплачу. У меня их как раз с охоты 20 штук осталось. Куда мне их деть? На патроны. Их у меня дофига. На суп из лягушек. Понимаю. Ладно, работа не пыльная. Уничтожить бандитов, которые рейданули вояк и вместе с экипировкой угнали нужные для нашего Васина документы. Благо на сей раз идти пешком не придется. Ванек поможет нам дойти. Разбираемся с онами и забираем доки, которые валялись прямо тупо на полу. Знаете, мне это напомнило мод «Тайна Агропрома», где по сюжету нужно было найти шифр, который лежал в комплексе просто на полу. Если уж бандиты такие тупые, и им эти бумажки были ни к чему, так поставили бы их возле сортира, так хоть смешнее было бы. Ну серьезно. Отдаем рукопись Ваньку, тот полистал ее, рассказал, что она нужна отцу Михаилу, она берет за ручку и ведет на базу чистого неба. Если же вам было интересно, что в записке, то заходите в мой телеграм-канал, где я... Да ладно, шучу. В записке всего лишь было описано некое выбросоподобное явление, датируемое 13 июля 2016 года. Все.
На совершенно пустой базе мы находим странный талмуд, в котором описано некое зло в обличии хитрости, которое предлагает людям выгодную сделку, но исполнять желания оного крайне извращенно, так как люди часто не очень детальны в своих желаниях. На кого же ссылается эта книга? Вы знаете? Лично я понятия не имею. На выходе встречаем зомби, который нас не атакует вовсе. Без особых раздумий Берг хватает его за руку и ведет на базу к профессору. Показываем святили науки сей экспонат. Доктор не меньше нашего удивлен, но предлагает вернуть бедолагу в норму при помощи какого-то таинственного устройства. Вот только для его работы нам необходимо добыть артефакт. Круто! То есть, по мнению автора, я должен облезть каждую аномалию этой локации без контента. Понимаю. Поэтому я обратился к высшим силам Ютуба и подсмотрел, где этот артефакт находится. На сгоревшем хуторе. Добываем арт и отдаем его профессору. Тут же у нас появляется задание пообщаться с Мишкой. Косолапыч всячески отказывается с нами пить, да и вообще всем этим непотребством заниматься, так как осознал, что тратит свою жизнь впустую и решает вернуться на Большую Землю для нового начала. Охерев, Берг выходит из бара и видит знакомую физиономию неизвестного. На вопрос, что ты сделал с моим другом? Виляр, а именно так и зовут нашего нанимателя... Да ну нахуй! Кто бы мог подумать, всячески рофлит с нас, говоря: «Кекус, так ты ж сам хотел, чтобы я твоего друга вылечил. Вот я его и вылечил. От всех недугов. Но ты все равно мне должен. Так что встретимся ночью у насосной станции». Не успев расстроиться, с нами связывается отец Михаил и просит зайти к нему. Тут он нам и поведал про эту бумажку, которую мы добыли, и про явление. Если супер коротко, то он сам лично наблюдал за этим явлением, и это было что-то вроде открытия врат в ад. Интересная история, однако день сменяет ночь, и мы топаем на насосную станцию с попутным отстрелом лягух. Да-да-да. Но на месте мы видим труп Виляра. Ну, умер, да и... Хуй с ним. Значит, долг платить не нужно. Пошли бы себе в бар, да спать легли. Но главный герой не сдается и решает все-таки выплатить свой долг, потому что сканер все же засек супостата. И знаете, где он? Там, где я говорил! То есть, нас все это время специально кругами водили, заставляли в который раз выполнять те или иные поручения, всего-навсего, чтобы растянуть хронометраж. Я просто похлопаю. На месте встречаем огромное сопротивление в виде зомбиков в экзоскелетах с пулеметами. И где только контролер нашел себе такой сосуры-ты, не знаю. А затем находим и самого контролера и добиваем его с ножа. Внезапно появляется Виляр, а на наше удивление тому, что он живой, отвечает, мол, я инсценировал свою смерть, чтобы, когда ты найдешь мой труп, контролер прочитал твои мысли, а там уже он бы и сам себя выдал. Также наш наниматель выражает нам явный респект за то, что мы не пустили все на самотек и доделали начатое. Пожав руки, расходимся, и тут нам на КПК прилетает смс-ка от профессора, что его эксперимент по превращению зомби в человека обвенчался успехом. Идем через всю локацию с попутным... Ладно, спокойно. Приходим к профессору, и вот, он нам показывает результат в лице сталкера-одиночки. Подходим к сталкеру, и тут он нам с порога заявляет: «Ты чего наделал?» Хоп! Конец! Господи, вроде бы и не все так плохо, но жопа чё-то болит. Ладно, прошли и хватит. Надеюсь, у этого мода нет продолжения. Ведь нет? Твою ма... стой! У этого вроде и оценка гораздо выше. Может, все-таки дать моду второй шанс? Как вы думаете, ребята? Но, так или иначе, этот мод от меня получает следующие награды. Серебряный марафонец. Куча бесполезной беготни для того, чтобы растянуть сюжет. Бронзовая логика. Ну, тут честно, местами логика хромала. Да и также, небось, было сделано ради растяжения хронометража. Ну и... золотая лягушка. Сами знаете за что. Говно ли этот мод? Ну, не совсем. Однако тот факт, что это по сути копирка одного из более старых модов, а может эти два мода и есть работа одного автора, что того Дмитрий зовут, что того. Тем не менее, особого интереса ввиду того, что подобное мы уже видели, данный мод у меня не вызвал. Еще посмотрим, что будет во второй части, а пока... Всем спасибо за просмотр, не забудь поставить этому видео лайк, ведь я... старался. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал и Трова, ссылочки в описании. А с вами был я, Глеб, и помните, кто лягушек уважает, кто к ним не пристает, того они не кушают, тому приносят суп.